Добрый день, друзья! В эфире программа «Смак». И сегодня у меня очень необычный гость. Позвольте представить вам хорошо знакомого вам Андрея Макаревича, который будет сегодня помогать мне на кухне. Здравствуй, Андрюша, как твои дела? Над. Как Ничего, дела? живем помаленьку. А мы на «ты» или на «вы»? Как мы будем сегодня? Вы знаете, я к вам, наверное, на «вы». А я, как всегда, вы ко мне, на конечно, на «ты». Как да. обычно. Да. Хорошо, что мы будем сегодня готовить, Андрей? Сегодня мы будем смотреть, Инат, как вы готовите гаспачо. Давайте Не уже получилось у меня с гостем. Ну давай, доски. У меня с гаспачо чудесное воспоминание. Когда мы взяли в «Машину времени» Державина, он нас поразил невероятно нежным и неадекватным отношением к еде. Особенно в каких-то дальних маленьких городах. Ему ничего не стоило в каком-нибудь Нижневартовске там заказать профитроли, например. Ну, не чужды были эксперименты. Да, официант страшно удивлялся, где он нашел такое слово в меню. И вот однажды где-то в далекой Сибири он попросил гаспачо студеной зимой, на что ему официант сказал: «Ты сейчас сам понял, что сказал?» Да, это смешная история, кроме того, что мы, в общем, находимся не в Испании, а в Москве. И жарко, поэтому да. Жарко, само собой, ладно, хотя довольно странно для Москвы, да, чтобы здесь было так жарко. Нормально. Но гаспачо ведь блюдо испанской кухни. А мы все-таки в Москве. Так. Поэтому, может быть, тоже у нас возникнут сложности. Но давай мы попробуем. Так, доски. Да, во-первых, доски, да. Вообще, на самом деле, я очень люблю Испанию. Одна из моих любимых стран для путешествий. В особенности, как ты наверняка знаешь, я люблю Андалусию. Это юг Испании. Земли Аль-Андалус знамениты своей прекрасной кухней. Верно. А что представляет собой главное блюдо испанской кухни? Ну, неужели гаспачо? Ну, должен был сказать паэлья. А я бы тебе сказала: нет, Андрей, гаспачо, Я текст не разумеется. выучил. Я опять не выучил текст. Одна из самых древних старых блюд. Как первое его упоминание чуть ли не началом нашей эры датируется. При этом вроде говорят, что тогда он представлял из себя смесь хлеба с уксусом. Без всяких помидоров. С какой-то зеленью, с чем-то таким добавленным, помидоров еще не было. У нас тоже был хлеб с водкой, мурцовка называлась, или тюря. Да-да, тюря. Это я помню. Ты даже когда-то, помню, пытался ее дома готовить. Тюрю-то, это с водкой. Где-то недавно прочла в Фейсбуке о том, что исконно русские всегда ели только картошку. И вот этой вот вашей заморской еды не нужно. С помидорами ровно то же самое. А вот и они. Так вот, помидоры начали, конечно же, добавлять в гаспачо намного позже. А в принципе, говорят, что название блюда произошло от слова «гаспа», которое означает обрезки. Ну, в общем, все, что нарубили, все, что не нужно, то и накидали. Примерно то же самое будем делать и мы. Смотри, главное, с чего ты должен всегда... Ты же будешь мне помогать, верно? Ну, до определенной степени. Давай чисти огурцы. Мне так нравится давать распоряжение, обожаю. Да, во мне умер президент. За 2 года супружеской жизни я это уже заметил. Смотри, мы будем делать гаспачо классический, андалузский. Очень спелые помидоры. Чем они спелее, мягче, помидоры, которые вам кажется, что в салат уже слишком, для гаспачо ровно в самый раз идеально. Огурцы, зелень, красный лук, чеснок. Разумеется, разнообразные специи. Слушай, в жопу твою машинку эту, а? Можно я ножом? Хорошо, что не меня. Почему ты так агрессивно по отношению к моей машинке? Не люблю это все. Вот эти вот все западные штучки. Мужчина, да, должен работать ножом. Так, мужчина должен работать, я бы так сказала. Так вот, в райской земле Андалусии знаменита всякими такими штуками. И главный ингредиент, я его не вижу здесь сейчас на столе, это белый хлеб. Так вот, помидоры, огурцы, печеные перцы. Перцы я запекла заранее, чтобы мы не тратили время попусту, а быстрее начинали есть. А все это нам нужно будет почистить. Чтобы почистить помидоры, нам нужно их, разумеется, бланшировать. Как мы это делаем? Мы делаем небольшой надрез, крестообразный, извините, пожалуйста. Заливаем кипятком. И заливаем кипятком. Кладем. Мы их поливаем кипятком и затем быстро сливаем горячую воду. Конечно, желательно не держать их в кипятке слишком долго. Ну, чуть-чуть надо подержать, иначе не очистишь. Подержать надо, но немного. Иначе как тебе резать огурцы, скажи? Знаешь, на грубые куски, поскольку мы их все равно все потом опустим в блендер. Огурцы тоже? Огурцы, да, конечно. Огурец очень важная составляющая гаспачо. Да, идеально.
ты лучший в мире. Крупный резочек огурцов. Рубщик огурцов. И можно быстрее вот так вот раз и все. Лук ты также можешь порезать. И перцы. Перцы, запеченные заранее в духовке, с розмарином, оливковым маслом, солью, перцами, чем угодно, нам необходимо очистить от шкурки. Вообще, товарищи, не ленитесь. Никогда, поскольку шкурка, как и у помидоров, так и у перцев, исключительно мешает процессу. Верно я говорю? Верно. Как мне приятно, когда ты со мной соглашаешься. Хочешь мне помочь? Нет. Почему? Противно. Ты что, это очень приятное чувство. Оно такое скользкое. Ренат, вы извращенец. Так кто что любит, Андрей? Нет, я понимаю, вот лук или огурец чистить. Лук неприятно пахнет, он какой-то на ощупь такой. Я скорее могу тебе помочь с помидорами. Знаешь что, давай, слей, пожалуйста, воду и залей их холодной водой в кастрюле. Перепад температуры помогает отделяться кожице. На контрастах работаем. Работает душ-шарко, да. Работаем на контрастах. Ну, надо тебе сказать, я тебя не хочу расстраивать. Что? Но помидорчики не самые мягкие, они такие плотненькие. Ну, какие были помидорчики у вас? Такие и есть. Да, какие у нас в Испании помидоры растут, Такие. те и едим. Да, говорили знаешь, что испанцы. Вот в разных даже регионах Испании ведь гаспачо принято делать из разных сортов помидоров. И это прям даже отдельно выделяется, вот как в такую фишку. Знаешь, как пицца в Италии, в разном регионе своя. Это Вот да. так и помидоры для гаспачо. Более того, даже я, знаешь, прочла интересный факт о том, что впервые к королевскому столу подавался гаспачо в 2013 году. То есть буквально совсем недавно. Это блюдо было удостоено королевской трапезы. Из народных перешло уже, значит, То есть в до королевские. этого царь не мог побаловаться гаспачо, да? Тайком, знаешь, ночью, крадучись. Конечно, в пельменную. Выбирался, да. В гаспачечную. Гаспачечную, да. Более того, человек, который готовит гаспачо, разумеется, у него тоже свое название достойное. Какой там гаспачиньера. Гаспачильера, боже мой. Ну, как Он был Пиццоло потомственный гаспачильера. Так, у нас готовы наши перцы, у нас есть лук. Помидоры. Давай помидоры мы Даю. избавим от лишнего. От попок. Не только от внутренностей, Как? от кишечников, я бы сказала. Вот этот сок с зернышками тоже не идет? Ну, вообще, конечно, нежелательно. Я знаю, что ты любишь Я всякие обожаю. отходы Мне производства кажется, это самое помидоров. вкусное в помидорах-то. Да, ну, понимаешь, все-таки, когда мы говорим о гаспачо... Вот смотри, вот это очень хороший помидор. Я думаю, испанцам просто помидоры девать некуда. У них, знаешь, есть такой праздник в одном городе, где швыряются помидорами, почем зря. Да, это, кстати, очень веселый праздник. Я один раз даже мне повезло побывать. Давай нам теперь какую-то емкость, где мы будем делать бжж. Бж. Мы ее будем бж. Красиво, А же и видно не будет. разобьет блендер? Ничего не разобьет. Да, там вращающий механизм внутри никак не разобьет. Вот за что я восхищаюсь своим мужем, за его ум и Да. образованность. Она поэтому за меня и вышла. Обизнаность. Ей говорили, не вздумай за музыканта. А она говорит, он умный. Но Ошиблась, конечно. на самом деле, да, от музыкантов я зарекалась всю свою жизнь, что только доказывает, что меньше надо зарекаться. Да, зарекаться С не ужасом надо. вспоминают, каких еще профессий я зарекалась. Но это уже прошлое. Да. Так, А чеснок не идет, гаспачо? чеснок, естественно, идет. А чего ж мы его не почистили? Вот сейчас мы его, да, секунду. Знаешь, нужно помнить, что гаспачо блюдо народное, поэтому... в Все, что общем, есть, туда и идет. Я так да, понял. все, что есть, все, что тебе хочется туда положить, все можно туда положить. Много За чесноку ли исключением надо? манной каши. Я думаю, что зубчика 4. Знаешь, я люблю очень чеснок гаспачо. Все? Не мало ли? Вот, думаю, что нет, на самом деле. Прям люблю чеснок гаспачо. Иначе будет... Давай еще один. Ну, чеснок с помидорами будет. Ну, это и есть гаспачо. Не, ну правда, харе. Ладно, ладно. Хорошо. Вы понимаешь, что в этом ноже неудобно, в сечке для такой рубки. У него лезвие прямое, и оно вот не делает такой плавный ход, как это обычно. Батон ностальгический. Да. Испанцы сейчас просто рыдают. 13 копеек. 13 копеек. Хлеб, батон, белый хлеб на самом деле. Конечно, не батон, а белый хлеб.
Это главный секрет гаспачо. Я То, не что знал, отличает например. его от томатного сока. А секрет этот благодаря, в общем-то, текстуре, которую дает белый хлеб. Мы обрезаем с него корки, Так. нарезаем кубиками и кладем сюда. И он будет связывать наши компоненты. Помидоры, огурцы, лук. В общем, он их поженит. Будет тем самым добрым пастырем, который все это вместе соединит. Клянусь, не Вот знал. он вот эту, собственно, мягкость такую гаспачо и дает. Но в то же время не сок, не жидкий. Да? Помидоры дадут нам много влаги. Хлеб их будет, излишки будет впитывать. Так, тоже моим кубиками. Тут не ошибиться Так. в количестве, да? Да, то, А то как в советских котлетах. получится, да. Хлеб с запахом мяса. Слушай, я немного боюсь такую открытую емкость это опускать. Выдай мне фартук. Жалко мне будет Дорогая мою- Инат, Да. за Я ждала этого 2 Твой года, а до самоотверженный этого времени труд. всю жизнь. самоотверженный труд на ниве программы «СМАК» позволь наградить тебя почетным фартуком одноименной программы. Спасибо, мои друзья, я очень тронута. Да фигня это все. Я чувствую себя Шейку. рыцарем, точнее так, кандидатом в рыцари, которого Рыцарем. посвящают. Лыцарь. Размер-то мой, да? Красиво. Да, Идет? Нормально? Во. Вот. Теперь, согласно традиции, Русской. не снимая его 27 лет. Прошу. Ты же самый пожалеешь, если я его не буду снимать 27 лет. Я боюсь, что у нас... Ну и чего это мы тут боялись? Вообще истинные испанцы делают это, конечно, все руками. Руками? Да? Ну а ты думаешь, что вот миксер, когда его изобрели вот эту штуку? Истинные испанцы делают это ногами. Ну, знаешь, меня больше всего поражает не это. Больше всего меня удивляет, как раньше взбивали меренгу вручную, причем еще моя мама венчиком. Несколько часов. Я с миксером задалбываюсь ее взбивать, а ручную? И ладно, венчики были уже у мамы хорошие. А при Людовике XIV? Ну, венчики могли быть хорошими. Вот это были повара. Да. А может, это просто меренги говёные были? Тоже не исключено. Так, оливковое масло у нас есть с трюфелем, придаст ему пикантности. Бальзамико, который глейз, густой, загущенный бальзамико, можно брать обычный бальзамический уксус. И лайм. Мы выдавливаем это. Лайм сюда. Оливковое масло. Не жалея. Да. Оливковым маслом гаспачо не испортишь. Глейз, он даст и уксусную нотку, и в то же время сладость. А соль? Обязательно. Соль. Перец не надо, наверное, Надо. да? Черный перец. Черный? Да, черный. О, какая восхитительная дрянь. И самое главное. Соль. Табаско. Табаско. Сколько капель? Знаешь, я люблю И острый. я люблю острый. Лей. Это нас и сблизило. Собственно. Давай немножко базилик, да? Для украшения. Кинза, базилик. Знаешь, так тоненькие такие лепестки чили. Свежего. Так, знаешь, Понимаю. причем зеленого. Для контраста. Все-таки цвет он решает. Еда должна быть прежде всего красивая. Для любителей еще чуть-чуть чесночку. Отлично. Если еда красивая, на 99% она покажется вкусной. Верно и обратное. Вопрос спорный. Не всегда все красиво и вкусно. Не всегда, но восприятие наше значительно усиливается, если еда выглядит аппетитно. И теперь смотри, главный секретный ингредиент. Жарко ведь, да? Очень жарко. Лед. В принципе, если бы мы готовили гаспачо на 100 человек, мы бы целую миску льда вывалили бы прямо в эту кастрюлю. Но мы эстеты, поэтому мы возьмем кубик льда и положим его в наш каждый порционный стаканчик. Ты следишь за моей левой рукой? Да. Столовые приборы уже небезопасны. Да-да. Так. Так. Хоп.
Раз. И еще немного оливкового масла никогда не повредит. Оп. Я пытаюсь понять, чего же здесь не хватает. И я тебе скажу. А ну давай. Нет, не водки, не может быть. Если сейчас будет водка, иду в суд. Честно. Он этого не сделает, не сможет. Внизу справа. Нет, нет. Сейчас он будет улучшать мое блюдо, я знаю. Рюмка водки прямо в стакан. Ну как так? Ну, друг мой, Вот, гаспачо и сейчас я тебе русская объясню. водка. Может быть, для испанца это и соседствует с белым вином. Возможно. Я помню, находясь в Испании довольно долго, устал наслаждаться сухими винами буквально за 3 дня. Быстро. Крепких напитков национальных не вижу, нету. Но я подумал, что если у них производство такого количества сухого вина, значит, они что-то должны делать с этим жмыхом, с этим конечно, мятой. Ну, не драпа. выбрасывают же они. Я стал звонить в Москву, консультироваться со специалистами. Что ж ты мне не позвонил, дружочек? А мы еще не были знакомы. И известный специалист по идее напиткам Марк Гарбер мне сказал, есть у них такой напиток, называется, по-моему, гвардильера. Что-то, в общем, гвардейское. Что-то вроде граппы. Да, вроде очень такой плохой забористый граппы. Но в магазине ты, скорее всего, еще их не найдешь. Это где-то на окраине там. Я зашел в бар, сказал, есть гвардильера? Он насупился, из-под прилавка достал такую бутылку. Свою отдал мутноватую, наверняка. да. И я тебе скажу, я просто ожил. Просто ожил. Это было прекрасно. Знаешь, что хорошо сюда? Так. Вот если, например, нет глейза, знаете, если нет хлеба, какие пирожные? Херес. Херес? Отлично, и в гаспачо добавить немного хереса. А, туда прямо? Да. Прекрасно, прекрасно. Это может быть интересно, Это кстати. очень хорошо. И шерри, винный уксус, вот все, что вот с таким вот. Ну, просто если мы же об Испании, то, конечно, херес прям сам Херес. Бог велел. Да, это интересно. Да. Но херес я не писала в список покупок, пожалев человека, Ну да. который пойдет в Знаешь, магазин. сколько ему бегать-то придется? Ну, Ну хорошо, что, пробовать мы можно? будем? Мы как, будем пить или ложкой? Можно, в общем, и А так, и как так. принято у нас, испанцев? Это зависит от тары. Ну, в общем, ложкой, конечно. Но я люблю гаспачо в закусочных стаканчиках. Вот просто как стартер, маленькую закуску. Ну, понимаешь, лед тает, охлаждает гаспачо, плавно Главное, с ним что размешивается. Вот эти слои холодного Да. И Еще- табаско потом и догоняет еще не тебя. остывшего. Да. Слушай, я даже про водку забыл. Это невероятно. Ребята, Вот мое доброе влияние. это хороший рекламный слоган. Продукт, с которым можно забыть о водке. Гаспачо. Всем спасибо. Пока, мы прощаемся с вами. Чао.